Всем привет, с вами Виктория Ню. Сегодня на почте получила вот такую вот посылку. Эта посылка, думаю, уже догадались от кого. С Алиэкспресс. И тут пластины. Вот от компании Апротега. Опять-таки это новинки, но для кого-то это новинки, а для каких-то девочек это уже не новинки. Почему? Потому что в группе Telegram я делилась фотографиями новых пластин. И девчонки уже мало того, что успели заказать, они уже успели и получить эти новинки. Даже раньше, чем они, вот видите, у меня оказались. Опять-таки, я не знаю, какие пластины прислал мне производитель. Вот, ну, должны быть тут новинки. Я знаю, ну как, примерно, да, предполагаю, что тут должны быть две пластины, которые я очень жду. Тут, оказывается, и большие, и маленькие пластины. Мне казалось, ну, судя по посылке, да, потому как она была упакована, я думала, что тут только большие пластины. Но нет, тут и большие, и маленькие. Вместе будем с вами распечатывать. Вот. Две пластины, я предполагаю, что тут они должны быть. Потому что мы с девочками просили, очень просили компанию Апротега, чтобы они сделали пластину на определенные темы. Ну вот, я очень надеюсь, что эти пластины тут есть. Давайте прям так вот буду показывать и сразу буду распаковывать и показывать. Итак, первая пластина GR247, это не новинка, эта пластина давно есть в коллекции Апротега. Я думаю, что, знаете, вот под синей пленкой все-таки лучше видны рисунки. Тут вот видите, есть такой полый элемент розочек, да, вот они, вот такой есть полый элемент. Ну, то есть тут все различные розочки, цветы. В основном это, ну, такие вот как бы полые композиции, которые можно отпечатать белым лаком для стемпинга и затем уже раскрашивать. То есть на любом фоне эти цветочки будут хорошо смотреться. Такая пластина у меня есть в моей коллекции. Ну вот, надо посмотреть. Или там она может быть другая немножко, может быть какие-то рисунки. Но, по-моему, у меня есть 247 GR-ка. Это GR505. Тут у нас кляксы все различные. Знаете, такая тема. Ну вот, клякс, да, вот сердечко с кляксами, вот такое вот сердечко, вот такие подтеки, вот видите, там всякие фигурки, четырехугольники, треугольники, вот, пожалуйста, буквы есть, также с подтеками, вот такой вот подтек, такой вот такая клякса, месяц, также с кляксой, вот такой вот прям вот брызги, да, вот так вот раз вот в сторону летят брызги. Вот такой вот вариант. Вот это GR505. Так, следующая пластина. Тут у нее номер не отпечатан. Эту пластину я просила производителя, чтобы мне прислали. Тут, знаете, такая тема. Вот девушка в дереве, да, вот деревья, вот лошадь, и тут вот видите продолжение ветки дерева, ну, то есть то, что связано, ну, такой с древесной темой, да, вот, например, лицо девушки, а волосы у нее в виде кроны дерева. Тут вот также ветки дерева, и так вот они переплетаются, сплетаются, и в итоге тут такой вот просматривается силуэт девушки. Ну, то есть эта пластина довольно необычная, на мой взгляд, она неординарная, и мне не встречались нигде такие рисунки. Вот тут, например, девушка, ну, то есть это как бы дерево, да, вот оно такое вот, как вот... ствол дерева, но в итоге этот ствол, он повторяет как бы силуэт девушки.
да, вот лицо, рука, грудь, ноги, да, то есть она в коленях вот согнутой. Ну, то есть довольно такие интересные композиции. Нужно будет посмотреть, какой это номер, просто тут номер не пропечатан. Так вот, на мой взгляд, очень интересная и необычная пластина. Вот, девочки, все фотографии на пластины можно будет посмотреть в группе Telegram. Пожалуйста, ссылочки будут в описании под видео. Заходите в группу, и там в закрепленных комментариях можно посмотреть фото новинок, там и новинки, и старинки, в общем, интересные пластины, все фотографии пластин, именно фотографии, да, то есть как бы уже можно будет прям посмотреть, какие там именно рисунки. Это пластина GR543. Мне также очень понравилась эта пластина. Почему? Потому что тут вот видите всякие такие вот разводы, непонятные также вот кляксы, загогулины. Видите, тоже вот есть и потеки, есть и просто вот какой-то там зигзаг, есть вот такой вот зигзаг. Ну, то есть есть в верхнем ряду уже готовые такие непонятные разводистые композиции, которые можно использовать на весь ноготок, да, уже составленная такая композиция. И вот такие вот отдельные элементы в качестве дополнения к таким дизайнам, как вот граффити, на мой взгляд, очень подходящая пластина. Это GR543. Также пластина GR493, она тематическая и посвящена она Октоберфесту. Это праздник в Германии, я знаю, потому что Елена Мюнхен мне рассказывала про этот праздник. Вот, и то есть тут все так или иначе именно приурочено к этому празднику. Бочки с пивом, ну, то есть это пивной праздник. Тут непосредственно вот представлено одеяние, да, ну, то есть в одежду, наверное, в такую одеваются, вот в какую-то шляпу такую. Вот. И, пластина поддерживается надписями всеразличными, что не может не радовать, да, и, ну, тут... Не хочу, вот Берлин я могу прочитать, думала, что тут Мюнхен написано, но нет. В общем, тут вот представлены также очертания городов. Да, вот такие вот. Это тоже всегда бывает очень нужно, актуально в различных дизайнах. Ну, тоже такая вот тематическая, интересная пластина. Тут есть пиво представлено как в бутылке, да, вот, так и кружки пива представлены. Орел вот этот вот тоже. Ну, вот такая вот тематическая, тоже, на мой взгляд, интересная пластина. Вот если мы говорим, именно вот приурочена эта пластина к празднику Октоберфест. Следующая пластина GR494. Тут у нас шрифты, надписи. Вот самая главная надпись на этой пластине. Вот. Ну, такие вот, в принципе, шрифты очень интересные. Да, вот вы видите, они такие необычные, в принципе, шрифты. Есть также вот такие вот полые композиции с буквами. Ну, я так понимаю, тут тоже какие-то надписи. Вот. Что тут? Перфект или что? В общем, ну, такая вот довольно интересная пластина с интересными шрифтами, с необычными, да, то есть вы видите, что буквы тут, надписи в разных шрифтах выполнены. Есть вот такие вот и строчные, то есть можно использовать для газетных принтов. Ну, то есть, в принципе, подобрать можно. Ну, и вот эта вот надпись, конечно, Rain, тоже вот с зонтиком, Zip, ну, в принципе, довольно интересные надписи, на мой взгляд. Вот такая вот пластина. Вот эту вот пластину, это одна из тех пластин, которые я ждала. Это UX8025. Эта пластина посвящена нашему российскому мультику Чебурашка. Чебурашка и Гена Крокодил. Так вот, не знаю, вот так вот видно.
будет. Я вижу, что тут очень тонкая гравировка. Не знаю, как она будет при отпечатывании. Давайте так вот, компанию Апротега, то есть производителя пластин, мы просили, да, сделать пластину с чебурашкой. Это одна из пластин, которую мы просили. И продавец, производитель пошел нам навстречу. Я скидывала рисунки этого персонажа, чебурашки, Гена крокодила. Мне очень хотелось, чтобы на пластине было также уделено время старухи Шапокляк. Мне очень нравится этот персонаж. Вот. И я скидывала рисунки, и там уже, знаете, рисунки, которые я смогла найти из советского мультика. Вот такие рисунки скидывались. И вот тут, вот видите, в нижней части производитель разместил вот как раз-таки вот целые такие вот сюжетные, да, моменты, которые были представлены в самом мультике. То есть вот прям вот полностью, да, с деревьями, с облаками, тут со стеной, тут вот окно, и вот или что, вот сейчас разобрать не могу, чебурашка там находится вот с птичками. То есть это именно картинки, которые были взяты с мультика, самого советского мультика. Вот тут на лодке они плывут, вот эти вот рисунки мы скидывали, и то есть вот производитель постарался и сделал для нас чебурашку. Тут вот тоже девочки заметили, что чебурашка такой под Че Гевару сделан. Нужно будет, конечно, отпечатывать. Тут чебурашка с этими шариками очень интересные. Тут вот прям, во-первых, тут их очень много. Так, вот давайте, ну вот не знаю, наверное, не подготовила я, да. Взяла вот типс, и вот видите, вот смотрите, как они прекрасно помещаются на типсе. Вот такой вот, да, вот все рисунки. Их тут много, то есть можно прям подбирать. Вот тут с гармошкой, вот Шапокляк тут, ну вот это вообще просто прекрасная, прекрасная. Ну, понятно, чебурашка тоже, тоже хорошенький. Ну вот, мне прям нравится персонаж этот Шапокляк. Вот такая вот пластина. Ну и то, что, конечно, ну, вы знаете, что до этого Апротега присылали мне пластины, там очень много было персонажей именно с аниме, а вот именно с нашими советскими мультиками вот таких вот пластин, ну, действительно, по пальцам, знаете, там посчитать. Ну, я очень рада, что они все-таки вот решили выпустить вот такую вот пластину. Так, следующая пластина это UX019. Эта пластина посвящена лаванде. Да, тут вот такие все лавандовые композиции. Тут лаванда представлена, ну вот просто и пучками, и одиночно, да, вот и целыми букетами, в общем. Вот. И, ну, в принципе, рисунки тоже довольно, как сказать, вот должны вроде как помещаться. Девочки в группе, ну, Анечка в группе писала, что, ну, немножко тут как-то не очень хорошо там что-то отпечатывается, но нужно будет смотреть. Так, вообще, в принципе, вот она, видите, тут и большие вот такие вот прям очень пушистые, да, соцветия лаванды. Ну и так вот листочки. Ну, в принципе, есть тут еще вот кое-какие элементы. Тут вот шляпа есть. Шляпа с лавандой. Вот тут какой-то мотоцикл, Эйфелева башня. Тут велосипед, фотоаппарат. Ну, вот из таких, да, отдельных каких-то элементов. Звездочки, корона. Вот тут есть прям такая, знаете, корона. И прям она очень... Ну, прям, не знаю, прям какая-то шикардосная, шикардосная корона. Тут вот это вот, не знаю, маска, тут тоже что-то. Вот тут композиция вот прям целая готовая со шляпами, вот разные шляпы. Да. Ну, не знаю, надо будет посмотреть, что вообще, в принципе, можно будет сделать, да, вот с такой пластиной. Вот такая вот она. Так, следующая пластина это UX021. Тут у нас опять вот эти вот
окна, ну то есть вот все, что в рамках. Тут много очень линейных композиций. Есть что раскрасить. Вот такой вот жар-птица, жар-павлин тут такой прекрасный представлен. Вот он вот так вот будет размещен. Не знаю, вот как вот видно. Очень надеюсь, что там видно. Мне просто под синей пленкой, не знаю, как-то это, ну, лучше видно. А вот как оно будет на камеру. Так, Сэмми, контроль качества, пришла сразу проверить. Да? Сэмми. Тут в основном линейные такие композиции на этой пластине. Вот это вот очень интересная такая вот сеточка и с виноградом, и с гроздями винограда. Тут вот эти, как они, подсолнухи, да, тоже такая композиция из подсолнухов. Ну, это все нужно будет, конечно, все-таки делать уже и смотреть, как оно будет в дизайнах. Мне кажется, вот как-то так, наверное, будет более интересно, да. Уже посмотреть, что из этого может в итоге получиться. Сейчас мне сложно сказать, потому что, ну вот, если, например, я бы что-то так вот на первый взгляд выдумывала, то, наверное, вот прям брала бы вот этих вот девушек, вот девушка, вот, ну, то есть очень много тут вот всяких девушек в рамках. Тут вот девушка на лестнице поднимается, то есть прям брала бы вот, наверное, вот такие композиции и раскрашивала бы в технике раскрашенный стемпинг. Так, следующая пластина UX023. Ой, ну тут, конечно, много опять листвы, много флористики. Есть вот эти вот, как оно, фламинго, какаду, опять фламинго, попугаи. Вот еще попугай, тоже много попугаев, в общем, тут. Ананас. Вот это вот не пойму. Еще вот один попугай. Ну, прям попугайная какая-то тема. Вот фламинго в цветах еще. Вот фламинго. Вот прям фламинго такой вот тоже с цветочками. Весь вот девушка сидит. Да. Лицом туда. Ну и вот такие вот тоже лиственные композиции. Кокосы. Вот смотрите, вот увидела кокосы. Тут вот они такие вот. Маленький тоже на ноготок поместится. Это лебедь. Да, лебедь. Тут вот калибри, пальмы. Ну, очень много тут всякой листвы. Всякой листвы много. Так, еще пластина. Где тут? UX024. Так, ну тут также очень много цветов, очень много листьев, короны. Вот короны, кстати, тоже на ногтях, да, помните, в свое время очень модно было рисовать именно на ногтях короны. Рисовать я не умею. Вот такие короны интересно смотрятся на ногтях. Бабочки стилистические. Это у нас ловцы снов, веточки с птичками, различные цветочки. Смотрите, какая есть тут интересная такая композиция. Часы в цветах. Очень интересно. Вот еще бабочка. Тут она как-то тоже не бабочка, ну это девушка с крыльями. И вот тоже девушка с крыльями. Угу. Тут у нас получается, так, вот этот инструмент, сейчас не вспомню, как называется. Вот он точно так же отлично поместится. Вот такой вот зонтик в цветочной теме. Интересный, очень-очень интересный зонтик. Ну, вот эти листочки, веточки, это все, конечно, прекрасно. Тут вот ключик есть даже с крыльями. Ну, тоже, знаете, такие интересные, необычные рисунки-то. На самом деле. Ну вот соты, вот это вот медовые.
И вот эти вот тоже уже готовые композиции, тоже довольно интересные. UX024. Да, вот эта вот пластина прям такая необычная, очень необычная. Надо будет к ней присмотреться. Так, еще пластина. Это у нас получается UX025. И тут у нас кружевная тема. Причем посмотрите, какой вот большой, вот, какая вот здесь вот большая целиковая композиция есть, да, вот прям на длинные ноготки. Вот эти вот кружева, смотрите, какие они прям. Вот эти вот это вот, да, вот как оно называется там, вот эти вот завязочки, не завязочки, как это, вот на сапогах бывает, ну как шнуровка, да, вот такая вот шнуровка. Вот, смотрите, как здорово будет смотреться на ноготках. Интересно. Ну вот бабочки тут такие кружевные тоже. Ну вот это понятно. Да, тоже немножко. И вот эти вот уже готовые. Вот этот рисунок встречается на пластине. Вот этот я не встречала. Этот у меня есть где-то тоже на какой-то пластине. Вот эта композиция есть. Они очень мелкие. Вот здесь вот сеточки. Ну, не знаю, как-то они... Посмотрим, как тут они будут при отпечатывании. А мне вот нравится вот этот полностью ряд. Очень интересный. И вот эти розочки. И вот тут вот сочетание розочки с сеточкой. Да, очень симпатично. Ну и тут, конечно, вот эти вот сами розочки, которые представлены отдельно. Да. Завязочки, бантики. Вот это вот кружевная композиция тоже интересная довольно-таки. Посмотрим, что можно будет придумать. Ну а так вообще пластина, на мой взгляд, ну просто, знаете, вот именно кружева, да, вот все, что связано, вот это вот, знаете, такое милашное, вернее, не то, что даже милашное, нежное, скажем так, да, это вот же такая нежность, такая вот прям, вот эти вот сеточки, вуальки, это все всегда, ну, вне зависимости от сезона, всегда это будет востребовано. Следующая пластина UX026. Так, тут у нас по большей части цветы. Вот как вот они, вот эти цветы называются. Такие оранжевые цветы. Они бывают оранжевые, желтые. Вот, по-моему, пластина вот как раз приурочена к этой теме вот этих цветов. Также бабочки. Лилии. Вот тут написано лилии. Лилии, да? Лилии. Тут, кстати, есть и надписи, то есть поддержка надписями. Тоже замечательно. То есть можно вот такую надпись лилии взять, можно вот такую надпись взять. И они тут представлены просто в различных вариантах. Кто любит эти цветы, кому нравятся они. То есть вот, пожалуйста, в горшках. Вот, пожалуйста, в рамке, вот букетом, одиночно, вот с луной. То есть в каких только интерпретациях они тут не представлены. То есть в банке, в горшке, вот в банке, вот в горшке, да, то есть вот какие хотите, вот такие можно найти на этой пластине. Есть что раскрасить, есть также и полые лилии, ну то есть на любой вкус, как говорится, под любую технику. Под любую технику стемпинга, я имею в виду. Так, следующая пластина UX028. Тут немного странная для меня. Ну, тут готовые прям целые композиции. Причем посмотрите, какие они длинные по длине. Сейчас я возьму вот 3,5 точно есть. Вот 3,5. Можно даже еще длиннее. То есть ноготки, если даже 5 сантиметров, можно прям вот так вот отпечатывать полностью, да, рисунок. Ну, опять-таки, если диаметр вашего штампа позволяет. То есть даже на длинные ноготки. Тут очень много различных мелких элементов, которые можно, кстати, использовать и по отдельности. Ракета, фотоаппарат, планета, шляпа, губы, ананас, сердечко. Вот тут очень хороший такой
паровоз есть, надписи также, вот очень много надписей отдельных, которых можно брать, вот машина, кассета, картошка фри, гитара, опять-таки шляпа такая, как у Гарри Поттера, да, вот эта вот шляпа там была, очень похожа. Еще машина, зонтики, круассан, что тут, булка хлеба, кусок пиццы. Ну тут правда на пластине очень много всего, да, очень много различных мелких каких-то вот таких вот деталей, которыми можно дополнить какой-то тематический дизайн. Облака, рамки, причем посмотрите, рамки тут представлены, вот она линейная рамка, вот она полая рамка. Это очень удобно, если вы, например, какую-то надпись хотите вставить в рамку, то есть вы отпечатываете полую рамку, либо линейную, и во внутреннюю площадь уже надпись, и таким образом вы выделяете эту самую надпись. Тут также вот смотрите, вот такая линейная надпись, и рамка, да, и вот она полая, эта же рамка. Ну то есть очень так вот интересная, на мой взгляд, решение, да, очень интересная задумка по пластине, я имею в виду. Ну и всеразличные полые какие-то такие вот элементы, кругляшочки, прямоугольники. Это опять-таки, наверное, вот для того, чтобы вот что-то выделить. То есть отпечатали полый четырехугольник, и вот оно рожица, да, поверх рожицу отпечатали. Лимон точно так же. Есть линейный, есть полый, есть вот половинка лимона. Ну, то есть тут на этой пластине очень много различных вариантов, элементов, которые представлены именно и в полом, и линейном варианте. Вот. Да, вот, то есть вот этот знак Victory, да, то есть же полый и линейный, губы полые и линейные. Ну, такая вот пластинка. Так, следующая у нас пластина UX 029, да, 0 или 0. Так, сейчас. Тут вот видите, две пленки 0,29. Так, ну и тут у нас, конечно, такие вот уже паттерны, да. Вся пластина состоит из них, длина их 3 сантиметра. Ну, по ширине, я думаю, они там всем подойдут. Тут 1,6, 1,7. Посмотрите, какие красивые паттерны вообще тут. И вот этот в восточном стиле. Просто сногсшибательный какой-то. Вот интересный тоже. Ну, вот это, да, как на шелковых, помните, если китайский шелк, да, был такой вот, и там вот такие вот композиции были. Очень красиво. И тут также. Вот эти вот полы, уж не знаю, как они будут смотреться, но тоже необычные. Очень много полых, смотрите, вот тут они представлены. Вот это очень красивая композиция, уже готовая. Вот тоже в восточном стиле, только полая. Ну, это нужно будет, конечно, отпечатывать и смотреть. А так тут, ну, на мой взгляд, очень красивые паттерны, очень. И я вот, глядя на все вот эти рисунки, блин, вот не встречалось мне таких на других пластинах, я такого не видела. На всяком случае, вот это вот тоже, да, вроде бы казалось бы такая простая композиция, а она же вообще можно сказать, универсальная, как фоном может служить абсолютно под любой дизайн, может быть фоном, да, и вот это вот точно так же. Вот, вообще замечательно. Так, следующая пластина. Так, номера я тут не вижу номера. А, вот, Aprotega UX 030. Вот. Тут у нас полые. Посмотрите, опять-таки длина. Да, вот для длинных ногтей. Да, спасибо огромное команде Aprotega за то, что они вот все-таки делают, да, какие-то такие пластины
рисунки, которые можно сразу разместить на длинных ноготках. Вот это, посмотрите, композиция, да, какая, тоже вот по центру пустить такой вот рисунок. И это все полые, то есть есть линейные, понятное дело, да, но вот есть вот такие вот композиции линейные, а это ж полые. Вот это тоже композиция, да, вот. Ну это вот прям точно какие-то ткани, знаете, вот именно ткани. Здесь вот тоже птичка, колибри, олень, девушка, цветы, бабочка, ракушка. Смотрите, какая шикарная ракушка. Лебедь, еще олень, газель, олень, подсолнух, половинка, смотрите, подсолнуха. Клевая вообще прям. Ой, это русалка. Да, это русалка. Смотрите-ка. Так, это павлин. Это, ну, как языки пламени. Ну, такая тоже, вот видите, необычная пластина. Какая-то тоже нестандартная. Не знаю, что может с ней получиться пока что. Но, на мой взгляд, тоже довольно интересная. Но, во всяком случае, не видела ни у кого такой пластины. У X031 тут также паттерны различные, тут много с сердечными, ну тут очень много, смотрите, вот сердечки, везде, куда ни ткни, везде сердечки. В общем, это для сердечной какой-то такой темы, причем тут вот и мелкие сердечки, и крупные, и в сочетании с прямоугольниками, и линейные, и полые сердечки, и большие, и маленькие, и в общем какие хотите. И даже вот на шахматной доске тут тоже сердечки. И вот в клеточке тут тоже сердечки, и в такой сеточке тоже сердечки, в общем, везде сердечки. Вот такая вот пластина тоже вот для какой-то такой вот любовной темы, да, в качестве фона. Вот сразу раз взяли, выбрали фон, отпечатали, и вот вам, пожалуйста, уже готовый фон. Это у X031. Так, следующая пластина у X9017. У X9017. Так, тут мне нужна будет ваша помощь, потому что я не знаю, кто это. Похоже на каких-то девчонок, кукол, да, куклы, наверное, какие-то. Тут есть иероглифы, но я это не разберу, не знаю, кто это, что это. И маленькие, и большие. Вот здесь вот паук есть какой-то, видно, что-то связано с череп. Фонарики, вот эти вот красные фонарики. Есть также пагода, как вот это вот здание, да. Много мелких всяких элементов, но я не знаю, это точно, наверное, какие-то куклы, какой-то персонаж. В общем, что-то связано с аниме. Кто смог рассмотреть, кто смог понять, вообще, кому посвящена эта пластина, пожалуйста, напишите, я буду вам очень признательна. У X9017. Не знаю, что это за пластина и о ком она вообще. Так, следующая пластина у X9001. Это Гарри Поттер. Гарри Поттер, да, вот. Это пластина Гарри Поттер. Так, ну что, наверное, вот Гарри Поттер, вот это Гермиона, это тоже Гарри Поттер. Это вот девушка, просто тут видно сразу. Тут вот они в мультяшном исполнении, надпись есть. Вот такая вот, великовата, на мой взгляд. Ну, это вот так вот, если только размещать. Да, вот таким образом. 9 3/4, молния, перо. Вот этот, как он там летал, который ловил. Шляпа. Ой, прикольная шляпа вообще. Шляпа классная. Вот, надписей много. Да, для поддержки дизайна. Ну, вот этот вот даже, как он там, нашивка, как это называется-то,
тоже великовато, если только вот так вот как-то на двух ноготках размещать. Есть сам Хогвартс, вот в таком ну, исполнении, как в облачке, да, и есть вот в таком исполнении само здание. Надпись Хогвартс тоже. Вот, но пластина посвящена именно фильму Гарри Поттер. Да, вот эта вот надпись, она уже точно влезет. Но тут нужно придумывать, тут нужно что-то уже компоновать, да, там делать как-то какое-то такое вот сочетание, да, композицию. Следующая пластина UX9002. Эта пластина посвящена Спайдермену, да, Человек-паук. Тут паук в разных вариантах представлен, в разных позах представлен сам Человек-паук. Тут довольно просто, на мой взгляд, выполнить, ну, собрать дизайн, потому что, в принципе, вот вы берете, да, любой рисунок, и вот вам уже, пожалуйста, готов дизайн. Там раскрасили вы его в любой технике, раскрашенный, либо реверсивный стемпинг. Также вот можно взять, пожалуйста, и вот так можно взять, можно разделить. Ну вот в летящем виде, конечно, тут часть какая-то влезет. Вот, пожалуйста, лицо. Ну, то есть вот добавили, взяли какой-нибудь с лицом. Тут раскрашивать-то особо, да, он там красно-черный. Черным цветом отпечатали рисунок, красным полностью закрасили. Вот вам, пожалуйста. И паучка где-нибудь там сбоку прилепили. Вот, есть тут надписи, да, поддержка надписями есть. Спайдермен, вот, пожалуйста. Есть вот так вот, такая надпись, такая надпись, такая надпись. По-любому, в общем, можно подобрать. Так, ой, вот эту вот пластину я тоже очень хотела, потому что на этой пластине представлены у нас социальные сети. Это UX9003. ТикТок, понятное дело, да, причем, вы смотрите, ТикТок и такой, ВК. Одноклассники даже, да, есть, вот смотрите, Facebook. И меня нигде нет, я сейчас только в Telegram, вот, я сейчас только в Telegram, больше у меня нигде нет. Есть уже и готовые, как они там называются, да, там коврики, 3 сантиметра где-то примерно по длине. Вот они, да, уже готовые коврики. Ну и отдельно вот отпечатать где-то там что-то. Как он там, Twitter, вот тоже Telegram, да, значок. Google+, YouTube. Это как у нас назывался, это он раньше общались вот через вот Skype, да, Skype. Так, это, знакомый какой-то, это, по-моему, тоже ВК, даже. Видите, я плохо. Вот это Инстаграм. Я знаю, раньше у меня был просто Инстаграм, сейчас уже нет этого Инстаграма. Это, по-моему, WhatsApp, вот тоже Инстаграм. Да, вот это Apple, яблоко. Классно. Вот это не знаю, что это. Это тоже не знаю. Ну, в общем, прикольно. Прикольно. Такая пластинка, знаете, она, на мой взгляд, довольно универсальная. Почему? Потому что все мы все равно пользуемся, да, какими-то социальными сетями. И, ну, почему просто, если, например, девушка, ну, не любит какие-то яркие дизайны, можно просто вот раз отпечатать там Telegram или что-то, ну, сделать такую вот как отсылку, да, там на ноготках. Вот, и еще последняя пластина, это та, которую я тоже очень ждала, и я прям переживала, не знала, пришлют мне ее или нет. Эту пластину также мы просили о том, чтобы ее подготовили. Да, это смешарики, тоже наш советский, российский, вернее, уже мультик смешарики. И понятное дело, да, то, что кто знаком, тот знает, тут довольно смешные персонажи. Вот посмотрите по размеру, они идеально подходят к ногтевым пластинам, да, то есть вот их можно разместить по одному на коротких ноготках и, например, сделать композицию из 2 смешариков, да, например, на длинных ноготках. Но на самом деле вот тут есть такие рисунки, которые
вот в нижней части, которые можно разместить и на длинных ноготках, вот прям просто целиком, да, и раскрасить. То есть вот готовые композиции. Вот, пожалуйста, да, то есть эти пластины мы попросили сделать у производителя, и вот видите, он пошел навстречу и сделал. Мало того, я вам скажу, что на сегодняшний день мы также просили у производителя сделать еще несколько пластин. Скоро они тоже, я надеюсь, будут готовы. И вот видите, что смешарики, да, вот я, например, считаю вот по размеру, ну вот прям очень подходящие. Мы прям как-то вот пытались донести до производителя, какого примерно размера должны быть рисунки, потому что, знаете, производитель это одно, художник, который рисует, это другое абсолютно. И то есть вот нужно, чтобы мы друг друга правильно поняли, там где вот этот вот также вот чебурашку, да, и вот смешарики. Вот мы тоже вот прям просили вот именно определенных размеров, так, чтобы можно было разместить на ноготках. Вот видите, вот просто, на мой взгляд, прям вообще супер идеально. Может быть, где-то есть и поменьше рисунки, где-то есть и подлиннее рисунки, я имею в виду вот именно в длину, да, размещать, так, чтобы было удобно всем работать и с короткими, и с длинными ногтями. И вот это вообще прям, на мой взгляд, удачная пластина. Причем смешарики и чебурашка, насколько я знаю, эти пластины были сделаны, ну, лимитированной версией, их в наличии не так много, поэтому если вы хотите успеть, то, если вы хотите иметь такие пластины в своей коллекции, то успевайте заказать, потому что, я говорю, они в лимитированной серии выпущены, потому что производитель переживал, что просто-напросто не будет спроса на эти пластины. Но, тем не менее, несмотря на это, он все-таки пошел навстречу, и они выпустили такие пластины. Девочки, еще раз, все фотографии вы можете посмотреть в группе Telegram. Пожалуйста, под видео есть ссылочка, проходите, смотрите в закрепленном комментариях, там есть и фотографии, и ссылочки, все можно найти, да, там, и заодно посмотрите уже рисунки, как они там смотрятся на пластинах. Я, в свою очередь, еще раз благодарю компанию Aprotego за то, что они идут навстречу нам, за то, что они выпускают такие интересные пластины для стемпинга. Спасибо огромное за то, что предоставляете вот эти вот новинки свои. Буду стараться радовать вас новыми дизайнами, да, в шортс-видео. Ну что ж, по традиции я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, берегите, пожалуйста, себя, ну и до новых встреч!